Дорогие зрители канала, прикупили мы гайковерт фирмы Elitech. Прикупили мы его в ДНС. Ценник на него 4600 рублей. По первости поехали в первый же магазин попавшийся. Чуть не прикупили пита. За него погуглили. Как бы в интернете жаловались на него. То, что слабенький механизм разваливается. Как бы вот на этот шуруповерт как бы отзывы хорошие были. Плюс ценник. Пит лежал где-то в районе около 6000. Этот шуруповерт мы на 1500 дешевле почти купили. То есть, в общем, остановились на нем. Опять же, сетевой шуруповерт. Воздушный, потому что у нас до сих пор пока еще нету компрессора. Все это только планируется приобретение. Пока еще не приобрели. То есть выбор пал на сетевой. То есть розетки всегда у нас около гаражей полно. Переноски тоже в случае есть. Аккумуляторный что-то не захотели брать. Как бы эти сетевые мощность лучше развивается. Опять же, никогда не откажет. Там села батарейка или еще что-то. То есть лишних проблем не будет. То есть решили взять сетевой. Ну и что, смотрим, что у нас такое. Что за шуруповерт. Так, ага, вот так. Значит, вот так получается, да? Пришел тут шуруповерт за 2 дня в ДНС. Вот ценник на него. В общем, 4600 без рубля. Так, что у нас тут есть? Паспорт. Какие-то запчасти, я думаю, которые могут износиться. Какие-то прокладки, штифты. Почитаем инструкцию, поглядим, в чем дело. Так, заявленный размер этого шнура 3 метра, как бы написано, как бы не короткий, нормальный. А что по массе? Довольно-таки тяжелый, массивный. Сейчас еще У прикинем. меня жена в магазине его рукой не смогла поднять одной. Вот, ну, 3,5 килограмма. нифига себе, он реально тяжелый, блин. Такой, не знаю, с чем сравнить. Вот пит, который мы трогали, он как минимум 2 раза легче, мне кажется, был. Да-да. 1.2, то есть по стандартную головку, как переходник. Ну что ж, давайте попробуем, там где у нас, как у нас вообще все делается. Вон даже как тут делается. Нажим сверху это R, это right, то есть он, значит, направо должен крутить. А почему left, right, я не знаю. Ну сейчас посмотрим. F это что означает, не знаю, фронт, то есть... может это реверс, да. R реверс может, это типа, ну как фронт вперед, типа, сюда. Ну что, давайте попробуем, что это за чудо-юдо Rebel Kit. Ну, конечно, китайского производства, ясно дело, то, что, дорогие друзья, не стали мы переплачивать за, ну, опять же, зачем переплачивать, я давно уже как бы не популярный. Многие строители жаловались, что сейчас супер-пуперский инструмент, типа Bosch, Makita или что-то, то есть, ну, ценник конячий на них. То есть, наподобие шуруповерты Bosch и Makita уже ценник в районе 15 тысяч уже идет. В общем, такие дела. Так, ну, это самый дешевый вариант, что есть, и по отзывам он крутит. 350 это ньютон на метр, как бы мощность. Так, 2300 оборотов. Подожди, зафиксируй это. Обороты здесь не регулируются. То есть из бюджета самый типа нормальный. Да. Бюджетный вариант. Типа самый дешевый и не разваливается. Да, и типа крепкий довольно-таки надежный. И да, и он откручивает на заявленные но чувствуется, параметры. что он довольно-таки мощный. Так, что у нас тут? Розеточка. Да, розеточка плохая. Ну-ка. Ну что ты будешь делать? Переносочка барахлит. И что ты будешь делать? Сейчас решим проблему другой переноской. Плохо подготовились, извиняйте. Бывает такой момент. Да вон, наверное, там отошла в этом розетке. Может, в розетке еще посмотрим, да. Но основная проблема-то это вот как раз нирвана у нас. Из-за нее вообще покупался. Из-за нее покупался гайковерт. Случилась поломочка. Вот такая вот поломочка. Нехорошая. Ну, в принципе, появился стимул купить гайковерт.
Давно мы о нем думали. Штука интересная. Думаю, наверное, будем зимой снимать обзор, как буду ремонтировать двигатель с помощью него. Ну, отворачивать это такие вот такие гайки, вот, например, сцепление, вариатор, чтобы ничего не подставлять, ничем не крепить. Как бы эта штука должна отвернуть без всего, без всяких дополнительных там как бы фиксаций этих шкивов. То есть все должно быть тип-топ. Сейчас проверим. Давайте. Придется паузу, конечно, делать. С одного кадра не получилось снять. Ладно, найдем нормальную переноску. Это что-то не хочет работать. Блин, работал все время шикарно. Ага. Что-то контакт барахлит. Сейчас мы решим проблему. С переноской проблему решили. Извините за техническую накладку. Что-то умерло. Эта переноска умерла. Так что подключили к новой. Ну что ж, момент истины. Давайте. Как мы вот предполагаем, что R это типа реверс, наверное, да? Ну да. В обратную сторону крутится, а F это вращение вперед. Ну что ж, момент истины. Дергает? Да, мощный довольно-таки. Чувствуется, что дурной. Чувствую, что дурной. Почему-то так, как день. 900 ватт, да, вот мощность. 3,9 ампер. Ну да, мы это указывали, уже показывали. Ну вот 1.2 это то, что как бы вот, ну, под основную, не под маленькую головку, а вот основной размер 1.2. Что, настал момент Ну истины? что, да, давайте испытаем его. Мне прям не терпится все это попробовать. Давно я о нем мечтал. Ставим головку на 17. Ну и что ж, так, нам нужно реверсом сейчас открутить, попробуем, что получится. Блин, класс. Мечта сбылась. Бля, братва, это просто, блин, разрыв мозга. Так быстро, так четко. Вообще. Помните, как мы творили всякую ерунду? Тут выставляли съемник, туда-сюда, корячились. Давай еще это сцепление открутим. Давай. Нам же надо его все равно снимать. Чё бы нет, да, давай снимем. Нет, там другая нормально, та головка? Реверс тоже, да, тоже 417, здесь все такое же. Колесо надо состопорить Да, блин, тормозом. мне кажется, он должен все равно открутить сейчас с ударом. Думаешь? Пойдет. Сейчас просто остановим. Не, рукой не остановишь. Не хотит, зараза. Блин, ну как-то должен. Заставим. Гайку что, расшибат? Да нет, все нормально, вроде как все тип-топ. Ну, мне охота открутить эту. Злой. Давай тормоз застопорим. А, да, точно. Сейчас мы Он этот крутится. тормоз остановим, колесо. Одной рукой ты сможешь? Да сейчас попробуем. Так, райт, ага. Подожди. Реверс нажимаем. Опа! Фантастика! Да, только тормоз зафиксить. Братва, бомбическая вещь. Блин, мне так понравилось. Ну, единственный что момент, как бы аккуратнее на заворот. Посмотрели просто видео. Блин, уже изморал, как будто он месяц уже им пользуюсь. Так, жаловались, как бы смотрели видео на канале, ну, у кого-то на канале, уже не помню сейчас конкретно. Вообще обзоров по нему, ну, штуки 3 нашли всего в интернете, то есть, как бы вот по этой модельке. Модель там какая? Ну, похвалили его, похвалили. Да, его похвалили, что классно крутит, все творит, дела шикарно. Но сказали, что вот как бы гайку надо заворачивать до конца, потом тоже не передерживать, а то он может запорвать как бы резьбу. То есть однозначно сразу до упора заворачиваем, а потом уже пробуем поджимать. То есть мы это, конечно, испытаем, все подскажем в других видео, когда там... Ну что, теперь мы, походу, без съемничков будем все закручивать, Ну откручивать, да, скорее всего, да. Так. Блин, мне интересно, кстати, проверить, как он подкрутил. Сильно или нет? Ну, типа закрутили. Давайте попробуем. Давайте посмотрим. Сейчас с этим съемничком поддержит оператор. Я попробую подтянуть. Насколько мы хорошо завернули. Так, для этого берем наш съемничек заводской, который мы... А, кстати, вот на этот съемник мы еще сделаем обзор, я думаю, скорее всего. У меня есть самодельный такой, давно мы им не пользуемся, потому что когда приобрелся вот этот съемник, он поудобней, заводской как бы, на ходу. Я делал самодельный, тоже видос, я думаю, по нему покажем. Ну что ж, давайте посмотрим, как он серьезно закручивает. Давай, наверное, попробую подержать, а я попробую
Ну ты без тормоза Дзаку сейчас закручивай. Да, попробуй затянуть. То есть вообще как он классно заворачивает ремень. Держишь, да? Да. Бля, он закрутил классно. Ты руку сорвешь мне. Короче, он вроде как затягивает нормально. Конечно, с видео будет проблематично все это показать. Давайте Не, сейчас не, четко закрутил он вообще. Ну, чуть палец не оторвался. удержать не смог, да? Блин, Да. классно, вообще супер. Это супер бомбическая вещь. Короче, что вообще скажешь? Поэтому... Клевая вещица, очень удобная, очень упрощает ремонт. Просто класс. Блин, изморал, пиздец. Теперь у нас не будет съемников и колхоз, теперь у нас будет... Не, ну может быть и он, да? будем показывать, но вот эта штука, я теперь буду... Почему я раньше не купил, я не понимаю просто. Тратил деньги на всякую, не знаю, ерунду. Но вот эту вещь, ну, давно надо было приобрести. Это просто бомба. Блин. Ну да, здесь нужно тормоза включать. Но он с одной рукой даже может легко обращаться. То есть вот подсоединяешь. Так, реверс сделал, реверс. Опа! Все шикардос, просто мне эта штука зашла, прям так понравилась. Не надо никаких съемников. Потратили 4600 рублей. Не зря. И нет, я имею в виду просто потратили 4600 рублей, и у вас вопрос решен по съемникам. Ну-ка, давай чуть-чуть попробуем немножко это что-то. Так. Ну, сказали, что Вот и нужно всё. делать аккуратно, вот по этому Ну моменту. да, это все, он затянул. Прижал Вот вообще. так вот. Блин, класс. Мне просто понравилось, ребята. На этом пока все. Здесь мы сняли. Опять же, давайте покажем, почему мы снимаем это дело. Потому что он раскрыт. Ну, это развалилась штука. Шайба вот у нас. Вот почему. Потому что ролики все выпали из своих посадочных мест. То есть их нужно назад заправлять в эти каналы, по которым они ходят, выдавливают ремень. Ролики еще в вполне адекватном состоянии, не квадратные, ничего, канавки тоже, ну, с выродкой, конечно, но еще поездят, вполне даже должны поездить. Так, а что у нас, так это, втулка так тоже ходит. Направляющие тоже в адекватном состоянии, не сработанные. Что-то с втулкой, ну, это ладно, мы втулку, она масло на ней прикипела, то есть мы ее вытащим, смажем. Ну, я думаю, с бензином мы чем-то протрем. То есть внутри канал, там, походу, масло закипело, которое вот отсюда подтекало. Что у нас теперь еще проблемы? Завтра мы спрессуем вот эту шестеренку. Прессовывать будем двухлапчатым съемником. Потому что сальник надо менять. Это не дело, что здесь масло, конечно, идет. Надо все это до ума доводить. В общем, на этом видео все. Обзор по этому гайковерту. Обалденная вещь. Если всем рекомендую, короче. Проблема съемников будет решена. То есть он выкручивает. Опять же, машину свою переобуть. Очень упрощает действие. Быстренько раз гаечки отвернул. Вот из бюджетных самый оптимал. То есть цена и качество. Ну, выдает свои характеристики. Да, короче. очень хорошо крутит. Ну это все. Всем до скорых встреч. Будем дособирать нашу нирвану. Осталось, в принципе, немного. Ремень у нас есть. Сальники тоже есть. То есть в следующем видео спрессуем эту шестеренку. Заменим сальник. Ну и думаю, соберем уже все до конца. Ходовую. Всем пока. До скорых встреч.